Координация бригада. Ребята, сюда. Здесь. Слава. Один идите, ребята, один. На корабле А продолжается встреча часовой категории 57 килограммов. 400 шагов по ИКДЖ. Дорога на КВ. А подготовится Андрей Холодов. Ивакин Леонид. Холодов Андрей. На корабле А встречу выиграл через Чекуров. Приглашается КПД Ивакинов Андрей Холодов. Подготовится Холодов Шейку по исполнительному гиду. Квалификационная встреча. Выиграл будет Подоши.
Evet, baş bölge. Baş. Tamam. Добра. Нет, там. Многоголовое приглашается в артель. Широко собой покажем своего доброго голова. Раз. Многоголовое приготовится ларцам головой солому порезать, а уже жиром прикажем. Şehrin kuduruz da. Его соперничник любого своего врага, представляет маму села Зелая, тренируется верховным тренером году Павлова, спортсмен 21 год, судья Турецкого государственной сельскохозяйственной академии.
Наконец, встречу Дмитрий Вахин, республика Бурятия. Приглашается потом Дашиев, Байслан Намнинов. Подготовиться для выхода на ковер А, Занятор Дашиев, посадку потом. На ковре технические победы одержал Байслан Намнинов, группе. Приглашается Занятор Дашиев, посадку подполка. Подготовиться к этому битву Дашиев Цивилизову. На ковре Б Сватова уже выиграл, Шира закроет арбитража. На ковре Б приглашается Булат Байслан Бурятия, Аламжи Жида арбитража. На ковер Б приготовится борцам весовой категории до 70 килограммов. Булат Бадоев Челгай, Лусан Ишеев Бурятия.
Дорогие уважаемые любители спорта, сегодня первый день чемпионата пройдут руководительные поединки во всех весовых категориях. В 12 часов открытие спортивного комплекса «Луга», в 12:30 открытие всероссийского турнира, в 15 часов состоится научно-практическая конференция национальной программы как факт развития этнической и идентичности народа. 20 марта утешительные встречи во всех категориях, затем финалы во всех вторых категориях. Также состоится абсолютное первенство по городской борьбе и города. Есть красные. На ковре борцы весовой категории до 65 килограммов. В красном трюмо борется Булат Байскалонов, представитель команды Республики Бурятия. Спортсмен 24 года, представляет команду СО номер 7 Республики Бурятия, является мастером спорта России. Тренируется в руководством тренеров Цивика Максарова, Ивана Базарова. Его соперник в синем трюмо, представитель команды села Камикаш, спортсмен 18 лет, является кандидатом в мастера спорта. Тренируется в руководством тренеров Жакалана Цивика и Булат Байскалонов. Он является неоднократным чемпионом призером соревнований. Соревнования скорая, серебряный призер на Восточном федерального округа. Есть синий. Мальчик, красный.
уважаемые любители спорта, просим соблюдать социальную дистанцию, то есть через сиденье. Через сиденье садимся. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Буал Бородой Пчелка, Муса Ниши, Бурятия. Приготовится борцам по категории Байсалану Владимиру, Суды. На ковре встречу попал, выиграл баскетбол. Приглашается Артем Дмитриев, Саша, Дашевцев, Цыганов. Подготовиться к Владимиру Шатуку, Аркадию Шатуку. На ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. Трансформируется мастер спорта России. Гран-при
Бой. Направляя на встречу выиграл КТ Донецкого Саша. Во-первых, приглашается военный Шатуров, бригадир Аркадий Шатуров, по окончании этой встречи предводительный склад весовой категории до 74 килограммов Балтин Самуров Чингис Мусараев. На камеру приглашаются борцы Афанасий Викторович, Республика Саха-Якутия, Владислав Давидов, приготовиться борцов Ваилу Лужевой, Льву Ермилову, Челдай. Так все буде. Так все буде. На сине. Синий пассив. Договариваем борец красным кремом, представитель команды Саха-Якутия, Афанасий Викторович, спортсмен 24 года, является кандидатом в мастера спорта, тренирует группового тренера Никифора. Его соперник в синем трико, представитель команды Саха-Якутия, Владислав тренируется группового тренера является неоднократным чемпионом чемпион всероссийского турнира на призы Ковалева город Владичевск, является мастером спорта России.
На ко мне артистско-технического отдела зал моих шагов Бурятии. Награда приглашается борцы весовой категории до 74 килограмм. Руководительные поединки. Полный Саблов, Цыганов, Чекист, Мусарий, Цыганов. Подготовиться к финальному судебному Бурятии, Полтаву, Зынову, Цыганов. После двух 74 килограммов весовая категория до 125 на ковре А. Накладывая чисто техническую победу одержал Весела на Миновой. На ковер бой приглашаются борцы Ваир Болотов, Шабай, Лев Ергина, Челтай. Приготовиться борцам Вардену Кударанаеву, Бурятия, Аду Мурзитову, Цыгану.
идет поединок борцов весовой категории до 74 килограммов. Красный Далеков, Алтан Самов, синий Далеков, Чингис Мусаев. Оба представители команды 17 года. Подготовиться будет ковер борцам следователей в игроке Полтавы Сынову Стрелок. На время партийцевой категории до 70 килограммов. Красный треугольник, представитель команды «Сила Шарая», бои Голода. Его соперник синий треугольник, представитель команды «Сила Челна», Лев Гердин. Направляя чисто техническую победу из Алтана Самова Стрелок. Приглашает представителей мероприятия Алтан Цирк. Подготовиться борцам весовой категории до 125 килограммов Цирик Марсанов, Алексей Арганов. Солдат Сапоев, Егор Пасков. Направляя чисто техническую победу из Республики Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Предводитель поединки Силой Марсанов, Алексей Арганов. Подготовиться солдат Сапоеву, Егору Паскову. Весовая категория до 125
Зеландом, обладает устойчивым федеральным управлением. Иван Балсан, Жабай, Гребщик, Батулкуев, Алхамник, приготовился борца по ее подождавшей стороной, Бансаран, Милтаев, Бурятия. На ковре А весовой категории до 125 кг борец Александр представитель команды Сибла Удара. Первый претендент на пунктов, претендент Юрий Судаков, боец Ленов. Спортсмен 37 лет, имеет спортивное звание мастер спорта России международного класса. Призер чемпионата Российской России, победитель Кубка Европы по главный тренер сборной Республики Бурятия Всеволод Максанов. Его соперник Алексей Таганов, кандидат в мастер спорта, спортсмен 25 лет, составляет команду Республики Бурятия, тренер Рашидов Центрашиев. Является сотрудником Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Алексей Таганов. Представитель команды Шабай, Иван Балсан, тренируется руководством тренера Владимира Палама. Его соперник в синем трибуне, представитель команды села Иван Чемпионат Батулкуев, спортсмен 28 лет, тренируется под руководством тренера Центриева. Является мастером спорта России.
свою победу одержал всего 2 шага по дорогам. Приглашается Соколов, Соколов, Цыганов и его Васьков Забайкальский. Уважаемые зрители спорта, просьба возбуждать автомобили состояния. Honda Fit 370, владелец Сукына Адамова. Toyota Camry 756, владелец Самсung Сахама. Toyota Camry 021, владелец Мамай Вазасов. Toyota Isuzu 780, владельцы членов Деревья и Toyota Plenio 160, Бата, Тимоши. Пожалуйста, выберите машины. Toyota Isuzu 700. Просьба убрать машины. Лейтенанты передали работники ГИБДД. На корабле «Ан» весовая категория достаточно 5 килограммов, красный трикот представитель команды села Цыганов Соколов Соколев, синий трикот представитель команды поселка Забайкальский и город Псков. По окончании данной встречи готовится пацан до 65 килограммов. Рычин Чинов, Денис Шаламов, Ваид Шелутуев, Александр Раджиев. Просьба убрать автомобиль состояния Сурового Данова, Самсung Сахама, Вазасов Балтнаев, Бата Цыгражиев, Артем Севцев. У вас просим убрать автомобиль состояния. На корабле «Ан» чисто техническую победу одержал Егор Васьков, поселок Забайкальский. Например, продолжается спортсмен свою категорию до 65 килограммов, одна 8 финала. Рычин Бурятия, Денис Шаталов Бурятия. Готовится к поеду Александр Раджиев, Аршибек.
Уважаемые зрители спорта, слабое направление обслуживает руководитель ковра это полностью который бросает. Отбитые пара анализ, жирные самолеты, замок состава, на ковре руководители высших командиров, Максак, Жанчиков, отбитые Южа-Башей, Кургумандин, Василий Цилевич, Попов Марин, Цинкозин Сарай, Ашата Кайдал. На ковре появился свободный бои и заготовлен. На ковре приглашаются борцы Сергей Саднадашин, потом Лобоев, Лобчин. Приготовиться в атаке своей категории до 90 килограммов. Назрелый порошок заготовлен, солом, жирный годовой. Сергей Саднадашин, представитель команды «Силовцев Головлев», Сильников, представитель команды «Силовцев», Павло Лобоев. Участник соревнования наш Максим Горжиев. Мы просим вас убрать машину в состояние.
борца Вышнего Деревяжьего в футболе, Бахтер Ушаршиева в варианте. Арбитр, последний 2 есть.
Мы накапливаем чисто техническую победу одержал Салон Жижигов рядовой. На поединок приглашаются борцы Мащиниман Даржиев Сунгуре, Батар Даржиев Бурятия. Приготовиться борцам Цырену Цыжидова Кабмин, Батор Даржиев рядовой. На кампионат продолжается встреча. Борцов весовой категории до 65 килограммов. Красный Стрелков, представитель команды села Золота, Мария Шелудуин. Синий Стрелков, представитель команды Шелудуин, Александр Даржиев. Подготовиться к прикованию. Спортсмену 25 лет, тренируется у руководного тренера Ангора Луганска. Чисто техническую победу одержал Мащиниман Даржиев в Сунгуре.
На ковре встречу с минимальным преимуществом выиграл Александр Горжиев. Приглашается Григорьевич Марин Николаевич за глазами в Чалтай. Подготовиться Латова на него уже брал 6 залпов. На камерах приглашается Зареков за глазами в Чалтай. Просьба руководителей команд обеспечить своевременную явку спортсменов на ковер. Время вам. Вторичный Олдан ударик. Через минуту. Через минуту вторичный шот ударик. दो दुक्के समान До чего это? Батальон называется «Зареков за глазами в Чалтай». Весовая категория 65 кг. Дорогие любители спорта, если чемпионат не выбрался на приглашение победителя, выбрали голоса за закон, это называется «Выигрывать внимание успеха». На ковер приглашается Латова, на это ошибку забрал Сузанов Флотчик. Подготовиться к цивильному бою, боится Недоржиев. На ковре по синему треугольнику представитель команды «Славянска» Баку Лапшин.
Даджи. Подготовиться Шил, Соколик, Шоил, Бабажанов. Накапливает славу выиграл, цвет, цыжипа, Агафанин. Накапливает приглашает творцы, Аюта Константина, Нима Сарает Завалон. Приготовится к октаве весовой категории до 79 килограммов. Артем Бурятия, Никите Ракалову, Бурятия. Его соперник в синем трико, Нима Сарай, представляет команду «Золотой огонь», спортсмен 35 лет. Наградная А, весовой категории до 65 килограмм. Красный трико, представитель команды «Разъем», Сергей Гамбоев, синий трико, представитель команды «Силовой», боец Даджи.
килограммов. РН Зербин, Бурятия, Никита Жавлянов, Бурятия. Направленные акцессовые категории от 65 килограммов. Член Соколова Саша, регламент 11 бурный.
Его соперник в синем трико. Представитель команды спортивного клуба «Арена» города Иркутск, спортсмен 21 лет, является кандидатом в мастера спорта, тренируется под руководством тренера Руслана Паршова. Сейчас у нас. Виталий Евдокимов, Иркутск. На ковер приглашаются борцы Павел Шишлаков, Иркутск, Аюр Целенчаков, Бурятия. На ковер приглашается австрийского до 65 Тоже Владислав Наша была Владиславом Бурятия. Подготовиться к Алтайскому Бурятия, Алтайскому Сараю в целом. Тренируется под руководством тренера Руслана Паршова. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Исключен 10. Аюр Целенчаков, спортсмен 18 лет, тренируется под руководством тренера Виктора Цендемеева. На ковер будет приготовиться
чисто техническую победу одержал Булат Салонов в Уралке. Приглашается Валентин Бондарков, Алтер Сараев. Приготовиться борцам весовой категории до 97 килограммов. Потом будут Артем Сивцев, Булат Жанов, Алтер Бондарков. Многовременно старту выиграл Павел Шишлаков. Иркутск. На ковер бой приглашается борцы весовой категории до 70 килограммов. Стоят Там Максара надо приготовиться борцам Булат Николай, бои Ценедов Курдага. На ковре чисто техническую победу одержал Павел Бондарков, Республика Бурятия. На ковре приглашаются борцы высокой категории до 97 килограммов. Потом Бургартов желает Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. Подготовиться к Булату Державову, Алтару Бондаркову. На ковре от красной трибуны представитель команды села Цаганов Саян Николай, спортсмен кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем триковом куренном кандидат представитель команды села Зугала, спортсмена 24 года. Тренируется под руководством тренера Цибима Максара, является неоднократным чемпионом региона Республики Бурятия, призером Дальневосточного федерального округа.
Боряков Хайдарова, Николаев. Бои в цене на Бурдага приготовиться борцам Максиму Дашиеву Цехотовью, Владиславу Навдинову Луной. Направление в следующую игру представитель команды Якутия Артем Симцев. Приглашается Влад Прижанов, Алберт Дубаков. Юмба. Чемпион донес лучшего федерального округа. Неоднократно чемпион привезен Турмир Лазаревичу. Бронзовый призер Гран-при Иван мастер спорта России Булат Батоев. Представляет команду села Чулай. Его соперник в синем трико. Представитель команды села Бурдага. Бои в цене спортсмен 17 лет тренируется под руководством тренера Кылбека Базарова.
Саватцам Сергею Ефимову, Иркутскую область, Ладне Мансареву, Комментажа. Его соперник в синем трико, представитель команды села Гуней, мастер спорта России, Владислав Корнилов. На ковре матча за текущую победу представитель команды «Сочи» Алдар Калмыков. Приглашается на отдельный зал моих дошли. Готовится к доживу Руслану Курдыгину. Иди пальцы. Иди пальцы. Иди пальцы. На ковре славного душевного Владислав Корнилов. На первом приглашаются борцы Сергей Ефимов, Иркутская область, Владислав Мансарев, Комментажа. Приготовиться борцам Сергей Доржиев, Владислав, Дамир Ишников, Комментажа.
первенства Сибирского федерального округа. Тренируется под руководством тренера Руслана Ворошилова. Его соперник Синий представитель команды «Сила Арбитража» Бадман Насараев тренируется под руководством тренера Рафаэла Строплева и Волода Байсаланова. Является кандидатом в мастера спорта.
Миша! Направляя встречу моему данным пожалуйста, приглашается Антон Горжиев, Владислав Дмитриев. Подготовиться пацан весовой категории до 125 килограммов. На ковре славно выигрывает Сергей Якимов, Иркутск. На ковер приглашается борцы Илья Дорожник, Дамир Нижнемаев. Приготовиться борца Льву Евгенову и Булаву Дашнарджиеву. На ковре Борис красным триком представляет команду Илья Дорожник, 18 лет. Его кандидатом мастера спорта принимается подготовка тренера Иман Немаева. Направляя чисто техническую победу, представитель команды республики Бурятия Антон Горжиев. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Одна четвертая финал. Евгений Алексеев, Свой Марсанов, Цедыш Луганов, Алберт Рубров. На ковре боем говорится синим триком, представляет команду села Абикашев. Дамир Нижнемаев, спортсмен также 17 лет, кандидат в мастера спорта. Дамир не является
Красный трикол представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта Евгений Алексеев. На ковре Б чисто техническую победу одержал Дамир Ешеневаев в Эрмитаже. На ковер приглашаются борцы Лев Верньянов, Булат Нашир-Гаржиев. На ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. Красный трикол борется представитель команды Силачева Лев Верньянов. Спортсмен 18 лет, является кандидатом в мастера спорта. Тренируется в руководстве тренера Антон Ворожданов. Представитель команды Силачева Булат Нашир-Гаржиев. Славный мужик Лев Верньянов, человек. На ковер приглашаются борцы Дмитрий Куприянов, Бурятия, Артем Кудряваев, Бурятия. На ковре борцы весовой категории до 125 килограммов. Красный трикол представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта Евгений Алексеев. Тренируется под руководством тренера Ивана Дмитриева. В активе Евгения бронзовая медаль турнира Дмитрия Коркина 2015-2016 годов. Его соперник борец Ксения Трикол, представитель команды силового Дагана, мастер спорта класса Силовик Марсалов. Первый тренер группы поехали последующий тренер Юрий Силаков, поехали. Силовик Марсалов в данное время является главным тренером сборной команды Республики Бурятия по волейболу. Бронзовый призер чемпионата России, победитель Кубка Европы по боксу. Спортсмену 37 лет. А его соперник Евгений Алексеев 28 лет. На ковре
первый выпад своего конца в удар. На ковре бой в синем треугольнице. Полный представитель команды Республики Бурятия. Спортсмен 25 лет, является мастером спорта России. Весовая категория до 125 килограммов. Следующий удар. Алтер Куртупов. После данной встречи руководители команд подготовили команды на открытие нашего чемпионата. От каждой команды На ковре Владислав выиграл по два участника в спортивной форме. Бурятия. На ковер приглашается Алтар Рыцин Саганой на Андрюк Теренашев Бурятия. Да, спасибо. На ковре в красном треугольнице представитель команды Саган-0 Алтар Рыцин, спортсмен 21 год. Тренирует под руководством тренера Ирина Ансаева. Его соперник синий Мамлюк Цидендашев, спортсмен 18 лет, представляет команду Республики Бурятия номер 7. Кандидат в мастера спорта. Его тренером является Нима Немаев. Уважаемые любители спорта, по окончании данной встречи состоится торжественное открытие спортивного комплекса УГЭ в 12 часов, а затем в 12:30 торжественное открытие чемпионата. Желающих просят выходить на открытие. Руководители команд подготовили команды для открытия чемпионата, а каждой команды по два участника в спортивной форме. Сбор слева от входа в фойе.
Мы направляем на следующую задержку закругления. Направляем А объявляется перерыв. Буквально через 5 минут открытие зала БУГ. Желающих закрытие в фойе. На ковре свадьбу выиграл Алдар Рыцинов стороной. В 12:30 состоится торжественное открытие чемпионата. Руководители команд подготовят команды на открытие по 2 участника от каждой команды. Слева от входа.
Ульяновского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Речного. Борьба. Национальный спорта бурятского народа. Ни одно событие в жизни нашего народа не проходит без борцовских поединков. Испокон веков мы восхваляли в своих песнях и легендах богатырей бакыров, слава о которых дошла и до наших дней. Праздник борьбы стал всероссийским турниром. Открытие чемпионата Минского бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Речного. За свою историю ни разу ни при каких обстоятельствах не прерывался. Сегодня чемпионат является неотъемлемой частью жизни олимпийцев, главным турниром года. Выступать за родные села на этом турнире считали делом чести многие именитые борцы. На ковре турнира показывало свое мастерство огромное количество мастеров спорта. Для многих чемпионат стал хорошей стартовой площадкой в мир большого спорта. С 2000 года турнир включен в календарь всероссийских соревнований Федерации спортивной борьбы России, а победителям присваивается звание «Мастер спорта России». В течение 2 дней мы станем свидетелями яркого спортивного зрелища, где спортсмены продемонстрируют все свои лучшие борцовские качества, ловкость, силу и волю к победе. Начинается парад открытия всероссийского турнира 59-го открытого чемпионата Армянского бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Речного. Парад возглавляет судейский корпус соревнований. В нашем турнире принимают участие команды из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, городских и сельских поселений Альбинского Бурятского округа. Дорогие земляки, уважаемые гости, привет участникам соревнований. Приветствуем участников соревнований Всероссийского турнира 59-го открытого чемпионата Альбинского бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Речного. Герой Советского Союза Базар Речного — пример мужества, храбрости, силы духа и любви к своей родине, образец для подрастающего поколения. Молодые солдаты, вдохновленные такими героями и в наши дни, верой и правдой служат своей отчизне и встают с ними в один ряд. Сегодня вооруженные силы Российской Федерации по приказу Верховного Главнокомандующего выполняют задачи по
демилитаризации и денацификации Украины. Солдаты с честью, достоинством, мужеством выполняют свой воинский долг, проявляя массовый героизм. К сожалению, есть потери в рядах российской армии, и среди них есть наши земляки. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена героев. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Просим почтить память героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, минутой молчания.
Уважаемые земляки, для открытия всероссийского турнира приглашаются Бойко Баладжакович Батурников, заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Армянского Бурятского округа Забайкальского края, председатель организационного комитета. Боевой Исламович Жансуев, сенатор Российской Федерации, почетный президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Андрей Константинович Середкин, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Забайкальского края. Иван Валерьевич Шкодырев, министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Дашинин Бажанович Барболотов, президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Базар Кудажапович Козыркоев, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта. Дмитрий Кириллович Балдаев, главный судья турнира, судья международной и всероссийской категории. Слово для открытия предоставляется председателю организационного комитета Уевну Баладжаковичу Батурникову. Уважаемые земляки, дорогие гости, ветераны и любители спорта, уважаемые спортсмены, я рад от имени администрации Агинского Бурятского округа, организационного комитета приветствовать вас на открытии нашего всероссийского турнира по вольной борьбе, чемпионата Агинского Бурятского округа на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Анчинова. Наш турнир взрастил целое поколение плеяды выдающихся спортсменов, вольников, которые прославляют и прославляли Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, нашу родную страну на самом высоком уровне. И я уверен, что в рамках нашего турнира будут еще много победителей, будут еще много звезд, которые также будут с честью и достоинством представлять наш Агинский округ и нашу страну. Я уверен, что эти люди будут настоящими патриотами нашей страны, своей малой родины, и с таким же мужеством будут прославлять нашу страну. Я хочу всех поздравить с открытием нашего турнира. Пожелать вам самое главное — мирного неба над головой, крепкого здоровья. А нашим участникам турнира бодрости и силы духа, тела. И, как говорят, пусть победит сильнейший. Всероссийский турнир, 59-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Анчинова объявляю открытым. Yeah.
Главного управления местного самоуправления Забайкальского края, почетные грамоты Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации награждается Никоев Булан Цверович, глава муниципального района Малой Бирский район. Слово предоставляется Бояку Борису Ивановичу Жансуеву. Добрый день, дорогие слушатели, уважаемые гости. Сегодня ведущие уже сказали о том, что наш турнир никогда не прерывался. Он всегда проводился накануне Дня защитника Отечества. В этом году в связи с небольшой экономической обстановкой было принято решение перенести его на месяц. И сегодня мы с вами этот турнир проводим в новом здании спортивного комплекса «Гудут» с залом для занятия борьбой. Появился еще один объект, который очень нужен нам. Наш турнир – это турнир без всякого привлечения легендарный. Через этот турнир прошли многие выдающиеся спортсмены. Многим этот турнир дал путевку в жизнь. Для многих этот турнир стал первым серьезным испытанием на ковре, закалил характер, укрепил здоровье. И самое главное, этот турнир посвящен памяти одному из наших земляков, который героически погиб при форсировании Днепра, Герой Советского Союза Лазарь Бочинов. И, естественно, это память и уважение ко всем воинам, которые с честью и достоинством проявляют при этом героизм и мужество, защищают свою родину, освобождают ее от всякой нечисти и фашизма. Я хочу сказать о том, что данный турнир действительно проводится и сегодня в очень непростое время. Мы с вами являемся свидетелями и с тревогой смотрим за теми событиями, которые сегодня происходят при выполнении специальной военной операции в Украине. В этой операции принимают участие наши вооруженные силы, в рядах которого служат и сегодня находятся там многие наши земляки, которые выбрали своей профессии Родину защищать, военную службу. К сожалению, любой военный конфликт, локальные войны имеют очень печальные последствия. Молодые ребята получают ранения, некоторые из них погибают. Всем тяжело, но мы все уверены о том, что мы сегодня, наблюдая за этими событиями, верим и надеемся на то, что все там быстро закончится. И ту задачу, которая была поставлена президентом нашей страны, Верховным командующим, будет выполнена в полном объеме, в строгом соответствии с теми сроками, планами, которые были утверждены Верховным главнокомандующим. Я должен особо отметить о том, что эта операция носит вынужденный характер, упреждающий характер. Почему? Потому что за последние 8 лет, к сожалению, на территории самой близкой к нам по истории, родственному народу, пришел к власти режим, который объявил о том, что Россия для него является главным врагом, и под поддержкой
Сегодня нашим вооруженным силам противостоит одна из самых подготовленных армий, третьей по численности в Европе, хорошо вооруженная, обученная, которая сегодня получает огромную помощь в виде вооружений, боеприпасов. Но тем ценнее будет ту задачу, которую выполняет все сегодня период проведения этой операции. Почему? Потому что мы этим предотвращаем возможность более страшных последствий для нашей страны. Я очень надеюсь на то, что мы все из тревоги в то же время поддержим всех наших ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг. Это тоже дань памяти тем героям, которые погибли сегодня в Великой Отечественной войне. Это память тех многих наших близких и родственников, которые остались на полях Второй мировой войны на Западе, оставили честь и независимость нашей Родины. Я желаю всем нам в это трудное время мужества, сплоченности, потому что в любые трудные времена наш народ, который живет на территории нашей великой Родины России, он был всегда силен своим единством, сплоченностью, верой в правое дело и верой в победу. Я верю в то, что вот та поддержка, которую мы сегодня оказываем, она очень нужна, и мы чувствуем эту поддержку те ребята, которые находятся там. Ну а память тех, кто сегодня, к сожалению, погиб, эта память будет вечной. Мы найдем все возможности для того, чтобы увековечить память этих ребят. Почему? Потому что их имена будут также находиться на обелисках наравне с теми нашими ветеранами, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны, которые выполняли профессиональный долг в Афганистане, которые выполняли задачи по проведению антитеррористической операции на Северном Кавказе. Еще раз всем нам мужества, крепости духа, веры в лучшее, пусть будет мир. Ну а сегодняшнее соревнование – это и дань памяти нашему герою, и уверенность в том, что у нас в стране растут, крепнут будущие или настоящие патриоты, сильны не только телом, но сильны прежде всего духом. Я всех поздравляю с праздником борьбы. Желаю том, что на этом ковре юные наши спортсмены или те ребята, которые уже достигли больших высот, любимым виде спорта, каким является дальнебойная борьба, показали свое мастерство. Ну а землякам, которые сегодня присутствуют в этом прекрасном зрительном зале, еще раз полюбоваться на наших богатырей, бадаров, поболеть за любимые команды, за любимых бойцов, за любимых борцов. Пусть состоится настоящий хороший праздник борьбы, спорта. Пусть победит сильнейший. Уважаемые земляки, по традиции на турнире мы чествуем лучших тренеров и спортсменов. Успехи борцов нашего округа были бы невозможными без кропотливой работы тренеров. Именно этих людей мы называем сегодня учителями победы. Тренеры вкладывают в своего воспитанника душу, мастерство, заставляют поверить в себя, открывают путь к спортивным высотам. Сенатор Российской Федерации, почетный президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края, Владимир Борисович Шамсуев, в 2014 году был учрежден специальный приз «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края». По итогам 2021 года специального приза и звания «Лучший тренер по вольной борьбе Забайкальского края» удостоен тренер-преподаватель Армянской детской юношеской спортивной школы Жамхалам Жарганович Трюхилов. Воспитанники Жамхалама Жаргановича, систематически становятся победителями Республики Караибы за нами всероссийских и международных соревнований. Он вышел чемпионом международного турнира Матвея Борисова Болгарева, всероссийского турнира Матвея Сарасватива,
футбольной борьбы Забайкальского края Жахмалан Жахмалович Цыган. Распоряжение администрации Армянского Бурятского округа Забайкальского края от 22 сентября 2020 года за номером 185 за заслуги в профессиональной и общественной деятельности, личный вклад в популяризацию и развитие спортивной борьбы и воспитание бронзового призера Олимпийских игр в Пекине Базара Базаргуева, чемпиона Азии 2020 года Арсалана Будажапова, знаком за заслуги перед Армянским Бурятским округом награждается Хамажапов Жансо Жансанович, вице-президент Федерации спортивной Республики Бурятия, мастер спорта России международного класса. Распоряжение администрации Армянского Бурятского округа Забайкальского края от 17 марта 2022 года за номером 48Н. За заслуги в профессиональной общественной деятельности, личный вклад, популяризацию и развитие спортивной борьбы, высокие спортивные достижения, знаком за заслуги перед Армянским Бурятским округом награждается Базаргуев Базар Будажапович, вице-президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, чемпионат мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта. Распоряжение администрации Армянского Бурятского округа Забайкальского края от 16 марта 2022 года за номером 45 за высокие спортивные достижения в 2021 году, вклад в пропаганду и развитие спортивной борьбы, благодарственным письмом администрации Армянского Бурятского округа Забайкальского края награждается Будажапов Арсалан Баирович, мастер спорта России международного класса. Давдинов Жакпаров Альбертович, мастер спорта России международного класса. И Даржиев Пантелеев Балкаржиевич, мастер спорта России международного класса. Слово предоставляется Андрею Константиновичу Середкину. Уважаемые друзья, уважаемые участники, тренеры, гости, организаторы, хочу всех поздравить с открытием 59-го традиционного турнира по вольной борьбе в памяти на призы Героя Советского Союза Базар Ильичного. Хочу прежде всего участникам пожелать достойно выступить на этих соревнованиях. Впереди в этом году в Забайкалье пройдет первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. У нас совместно с Федерацией вольной борьбы России есть хорошие планы по развитию этого вида спорта. Мы должны будем зайти в школьную программу для того, чтобы больше детей на территории нашего родного Забайкалья занимались настоящими мужскими видами спорта, чтобы больше детей было вовлечено в спорт. Еще раз всех поздравляю и хочу вручить удостоверение мастеров спорта Российской Федерации.
Удостоверение и знак спортивного звания мастер спорта России по спортивной борьбе вручается Аюрову Давиду Михайловичу, спортивный клуб «Закалай». Для вручения удостоверения и знака спортивного звания мастер спорта России по смешанному боевому единоборству приглашается Дажиев Багратиан Балдашевич. Таким образом, Багратиан Балдашевич становится мастером спорта по 3 видам единоборств. Сборная борьба, комплекцион, смешанные боевые единоборства. Также Багратиан Балдашевича поздравить дорогие гости с прошедшим днем рождения. Слово предоставляется Ивану Валерьевичу Озеру. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры, судьи, организаторы, зрители, все те, кто собрались сегодня для того, чтобы принять участие и стать очевидцами этого замечательного спортивного события. Я от себя лично, от лица правительства Республики Бурятия, Министерства спорта и молодежи, политики Республики Бурятия рад вас приветствовать на этом замечательном, повторюсь, спортивном соревновании. Вольная борьба для Республики Бурятия, так же как и для Забайкальского края, для Агинского Бурятского округа, является национальным традиционным видом спорта, и огромное количество спортсменов, как уже было сказано, вышли в свет из наших субъектов, стали и прославили нашу малую родину далеко за ее пределами. Очень важно, что сегодня и вообще на протяжении всего времени у нас проводятся турниры памяти таких выдающихся людей, как Богдан Рычнов, памяти героев. Благодаря проведению этих спортивных соревнований память об этих людях никогда не угаснет. Я еще раз всех приветствую, поздравляю, желаю, конечно, спортсменам побед, ну а всем нам успехов и удачи. С праздником! Слово предоставляется Дашниме Баташарбановичу Батболову. Добрый день, уважаемые земляки, гости, любители борьбы, ветераны спорта. Я рад приветствовать вас сегодня на 59-м всероссийском турнире памяти героев Советского Союза Базара Ильично в таком новом комплексе Бургы. От Федерации спортивной борьбы Забайкальского края и спортивного сообщества Забайкальского края хочу поблагодарить правительство Забайкальского края, администрацию Агинского Бурятского округа, подрядная организация «Стройкапитал» за такой прекрасный комплекс. С появлением нового комплекса у нас появляется возможность проводить различные соревнования всероссийского и международного уровня, ближайшие которые буквально через месяц, 15-17 апреля, будет проводиться первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе 16 лет в данном комплексе. На турнире «Базар Ильично» боролись, участвовали все великие спортсмены нашего борца округа Республики Бурятия и других регионов. Также буквально через месяц, 19-20 апреля, в Улан-Баторе стартует чемпионат Азии по вольной борьбе, где участвует наш земляк Аслан Бажапов, который также сегодня выступает на данном ковре. Желаю ему удачи. И всем участникам желаю достойных побед, судейскому корпусу, объективного судейства, болельщикам насладиться
жаркими схватками. И всем желаю добра, мирного неба, процветания и благополучия. Спасибо. Благодарственное письмо Федерации спортивной борьбы Забайкальского края награждается Евгений Александрович Журбаев. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, призер чемпионата России, мастер России международного класса, почетный гость турнира. Также Евгению Александровичу вручается специальный подарок от борцовского сообщества и лично от Базара Базарбуева «Там». Золотые нагнутые, золжа угледутся, а вихук салам сытутые, а золота ушодутся. Слово предоставляется главному судье соревнований Дмитрию Кирилловичу Балдаеву. Добрый день. Рад всех приветствовать в Координационном комитете. От встречи будут с утра утешительные, а потом за финальные встречи за третье место и за первое. Спасибо. Уважаемые почетные гости, просим занять свои места в зале. Когда крепкие и ловкие борцы устраиваются на ковре склада, в каждом из них можно узнать мужественные черты героя Советского Союза Базара Речина, которого взрастила благодатная Забайкальская земля. На Украине произошли самые значительные последние события его жизни. Он родился в Забайкалье, чтобы остаться навеки в далекой украинской земле. В свете последних событий, начала военной спецоперации на Украине, сыны России вновь сплоченно плечом к плечу защищают свой народ и земли от нацистов и земли. В эти дни наша любовь и поддержка солдат придают им непоколебимую веру и сокрушительную волю к победе. С уверенностью, силу и мощь российской армии мы ждем скорейшего возвращения домой наших отцов, братьев и сыновей. Thank you.
На этом открытии всероссийского турнира по вольной борьбе на принципе День Героя Советского Союза Казана Ильичино завершается. Команда решила увести парад. Мы желаем участникам соревнований честной борьбы, спортивной удачи, зрелищных поединков и красивых побед. Пусть победит сильнейший. А вот, дорогие зрители, желаем насладиться захватывающими схватками и горячими аплодисментами поддержать участника турнира. Также сегодня в 15 часов в онлайн-режиме состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Бурятская национальная борьба духовенна как фактор развития этнической идентичности народа». Приглашаем всех к просмотру на YouTube-канале Альбинского института повышения квалификации работников социальной сферы. Судьям приступить к своим обязанностям. Итак, уважаемые участники спорта, продолжается предводительные поединки. На ковре А весовая категория до 135 килограммов. Сотка, Самаров, Челудая, Банка, Царина, Бурятия. Подготовиться к игру скок на Наталью Лобаеву. Уважаемые судьи, просим занять свои рабочие места. Внимание, на ковер просим судьям занять свои места. На ковер приглашаются акции весовой категории до 61 килограмма. Лукашова, Шарлот, Ковчик, Мягма, Далаев, Сочи. Приготовиться борцам Левчик, Батон, Куйку, Асалат, Насаранов. Уважаемые люди, спорта схватки на ковре А обслуживают судьи, руководители Молодого Ислама, Мурза Закала, Базаров, арбитры Батак, Ланалев, Батак, Далаев, президент Исауи, Жан-Клод Золсаров, Алдер Пацелинов. На ковре Б руководители Кишика Тангина, Максим Жарчиков, арбитры Мурза Дашей, Туркин Матвей, Василий Цибенов, Туата Амады, Мурза Мусанаев и Ашука Зайнамов.
имеет спортивное звание мастер спорта «Синий». Этот боец является победителем чемпионом республики в весе 2008 года, победитель первенства мира среди профессиональных ветеранов Бата Селенов. Всем нам знаком своими выступлениями в соревнованиях по украинской борьбе и борьбе. Является кандидатом в мастера спорта. Тренируется верховного тренера Багдара Ратнаева. Его соперник, мастер спорта России Мехмар Латаев, спортсмен 26 лет, тренируется верховного тренера Дмитрия Балаева. Наверное, приглашается его посол, развлекается, надо направить агрогенеру. На ковре А весовой категории до 125 килограммов. Боец красный трикот. Представитель команды поселка Забайкальска мастер спорта Егор Пасков. Спортсмен 31 год, тренируется в международном клубе и по области машины. Является сотрудником чудесной дорожки. Его соперник боец синий трикот, кандидат в мастера спорта Андер Ломаев. Команда села Агрогенеру.
НКВ приглашается Емчик Батмангуев, Азла Лазаранов. Приготовиться борцам Тимуру Майярову, Жаргану Давидовну. Мастер спорта России Емчик Батмангуев, спортсмен 28 лет. Тренируется руководством тренера КДВ Виктора Цандалиева. Его соперник в синем триком Амбалан Лазаранов, представитель. Также представитель команды «Сила» спортсмен 20 лет. Направляя победу с минимальным преимуществом в зале его поселка. Батальона приглашается представить собой категорию до 57 килограммов. Тренер Адамов, Владимир Шуев. Подготовиться к
боя вынесли Ярков Данила приготовиться борцам Алдару Жижневой Гуэте, Даши Должиновой. Представитель науки дела Антоновой, Даши Должиновой, 26 является мастером спорта России. Тренирует главного тренера. Чемпион международного турнира Дмитрия Горькина Жаргал Даргинов, представитель команды «Гулэй». Приглашаются борцы Алла Жижневой Гуэте, Даши Должиновой.
Дмитриков, представитель команды «Смарт-Плей» кандидата спорта Байсалан Абдинов, тренеры Жигон Абдинов, Муков Жигалов.
технической победы играл Саян Батоев, а не Кажин. На ковер приглашаются борцы Дазран Бекбаев, Бурятия, Сергей Дырутов, Бурятия. Подготовлена весовая категория 57 килограммов. Борец красный пол, представитель команды Салат Байрак, спортсмен 24 года, имеет спортивное звание мастер спорта силы. Его выступление потом открыто проведение Европа, база Орлова. Его соперник борец Сильников, представитель команды Наташа, кандидат в мастер спорта Айден Нин. На ковер бой повторно приглашается Дазран Бекбаев, Бурятия. Представитель команды Салат Байрак, даже спортсмен 20 лет, принял футбол прием Андрея Соколова и команда Мазарай. Его соперник синего прибора.
Карамаев. Подготовился борцам весовой категории 86 килограммов. Боец Александр Соломон Шнимаев. Александр Богданов, Александр Буржанов.
Альбин Равданов, спортсмен 20 лет, является кандидатом в мастера спорта. Его соперник Сергей Григорьев, Сергей Салтанашвили, представляет команду села Салтанашвили, является кандидатом в мастера спорта. Барковая арчевая техническая победа организована Чили Германии. Барковер приглашается по цель весовой категории до 86 килограммов. Первый круг. Боец Александр начинается по 8 годовой. Подготовится Александру Капитанову, Аслану Буржову. Весовая категория 86 килограммов. Барковая арчевая техническая победа организовал Соломон Кушукаев. Приглашается Александр Капитанов.
РД Ворошилов Цаганой. Приготовиться борцам весовой категории до 92 килограммов. Алдар Мантахай Бурятия, Салбов Жигжигов Дадой. На КВТ борцы весовой категории до 86 килограммов. Первый круг. Красный трикол представитель команды села Улей. Мастер спорта Александр Ботанов. Тренируется под руководством тренера Кашикова Владимира. Является проходит службу в спецназе России. Является абсолютным чемпионом кавказской проблемы на базарном чино, многократным победителем Ельцова чино. Его соперник борец сетевиков, представитель команды «Славцев-Кагамир», мастер спорта всей международного класса Арсалан Продолжалов. Тренером является Базаров Абдулманович Анатолий Бердыжев, Жансанович Продолжалов. Чемпион Азии, чемпион Базарного чино, бронзовые медали. РД Ворошилов Цаганой. Бронзовая медаль международного уровня Рошалова 2022 года. Трехкратный победитель международного уровня опыта. Двукратный победитель международного уровня Шахтерская слава. Лидером. Победитель международного уровня опыта. Бронзовый призер двукратный победитель его весовой категории до 92 килограммов. Алдар Мантахай Бурятия, Салбов Жигжигов Дадой. Приготовиться к проведению передачи фигуры, также Бажимаев Борщевик. Также в октябре Арсалан Продолжалов золотая медаль победителя Первенства России среди военнослужащих. Также всемирная медаль чемпионата России среди студентов Арсалан Продолжалов. Борцы весовой категории до 92 килограммов. 1/4 финала. Красный трикол будет представитель команды Республики Алдар Мантахай. Спортсмен 20 лет. Тренируется под руководством тренера Виктора Цугулеева. Его соперник синим трикол представитель команды села Дадой, Салбов Жигжигов. Тренируется под руководством тренера Владимира.
На ковре весовая категория 86 килограммов. Красным триком представитель команды «Сила людей», кандидат в мастерство Вова Залсанов. Тренируется руководитель тренера города, является победителем Ленинского байкальского проекта. Его соперник, кандидат в мастера спорта, представитель команды города Иркутска Алексей Евдокимов. Алексей является победителем Пермского Сибирского федерального округа Сергея Юшева. По окончании данной встречи подготовился пацан весовой категории 74 Зантон Кудаев, Полный Ценов, Сергей Бровоев, Потом Кола. Вырабатывает золотую выиграл Салто Жемшита Иванович. На это приглашается в акции подождения в соревновании в культуре за решение принимает подождение. Приготовится к Булгару Михайлову, Сирену Жемшитову.
Тренируется приемом тренера Ламбова Алварова. Работает в одном сил российской федерации. Его соперник Борис Борис Боржинимаев является мастером спорта России. На ковре Арсеновичу выиграл Алексей Евдокимов, Иркутская область. На ковре приглашается в весовой категории до 74 килограммов Золотой Кудаев, Алтын Соколов. Подготовились для выхода Сергея Бабулину, Павла Болтова. Встречу выиграл участник технический Балден Соколов ЦЛ. Приглашается Сергей Воронин, Батон Болтов, подготовится Аюша Педагогу, социального инженерного. На время стратегического виновера даже не могу заангажировать в культуре. На время продолжает проводить конкуренция, цвет, цинжита,
Направляем славу душе представитель команды «Славы» Сергей Боровец. Например, продолжается наилучшая
квалифицироваться в весовой категории до 86 килограммов. Фаил Александр Цветанов. Соломон Мишин, Соломон Душанов.
слава Богу, подготовиться. Приглашается Соломушкина, и второй основной запах этого дела. Я в этом году готовится красивый вокруг него, уже собой.
Ответ осуществляется положением лица Аршины. Многоблевый золотой выбор, медали Евдокимов Кыргуз. На ковер приглашаются Варлы Павел Кришмаков, Кыргуз, Клумен Назарай золотой. Тренируется под руководством тренера Руслана Парашонова. Его соперник среднего прямого представитель команды села Саганов Клумен Назарай является кандидатом в мастера спорта. Его тренерами являются Валерий Садовый и Тренажи Назарай.
И что? Новый инцидент с сохранением агента.
правильно делает очень чувствительным переданием. Оксана, поедешь в Украину, Украину, Оксана, Сергей Якимов, Иркутская область. Соперник синим триком борется представитель команды спортивного клуба «Арена» город Иркутск Сергей Якимов, спортсмен 17 лет, тренируется под руководством тренера Руслана Ворошилова.
Асхабу Игру Байсалам Намгидов Улы. На ковер приглашаются борцы Тамир Еженевой Арикашев, Мир Ердинов Чентай. На ковре Асхабу Игру Асалам Кудахапал Синталуин. На ковре Асхабу Игру Асалам Кудахапал Синталуин. Приглашается Соломон Шмигаев, Александр Мандава, готовится Алексей Ибрагимов, Алексей Ибрагимов.
победы одержал, мне выиграно желание. Таких Ишеневаев, прошу прощения, Александр. На который приглашается Артем Боларапов, Турция, Алла Сына. На котором тренируется автомобильный категории до 61 килограмма. Энмар Далай Ахмуй, Ильчик Бадункуев Капитан. На котором господу Игору, РД, Водожаная Бурятия. На котором продолжается борцы категории до 61 килограмма. Энмар Далай Ахмуй, Ильчик Бадункуев. Приготовиться раунд Давлина Курсуной, Лашей Вооруженной. Уважаемые любители спорта, в настоящее время проходит научно-практическая конференция «Бурятская национальная вокальная борьба. Фактор развития этнической идентичности народа». Просьба зайти по возможности онлайн-конференции. На галерной повторно приглашается Ильчик Бадункуев, Аллахил. Представитель команды «Славный»
Александр Антонов. Например, получается Алексей Анатольевич. Подготовился в весовой категории до 70 лет. Подготовился в весовой категории до 97 килограммов. Артем Сивцев, Алтын Бедаков, Антон Абдужанов, Павел Ацурин. Мастер спорта России тренируется под тренера Игоря Балаева. Его соперник Евчик Подолокуев, представитель команды АБ «Атин», тренируется под тренера Виктора Центромеева. Евчик является мастером спорта международного класса России. Направляя следующую дальше попытка республика Сахара Якутия. Итак, весовая категория до 97 килограммов. Артем Сивцев, Алтын Бедаков, подготовился к Антону Абдужанову, Павлу Ацурину. Полуфинальные следующие весовой категории до 97 килограммов. На ковре выступал Евчик Подолокуев под управлением. На ковер продолжает лежать Алдан Мила, Кулай, Даши Колжина Кулай. Приготовиться к отстоянию молодой Мамикаши, бои выше Каржима заготовлены.
массового спорта России Даши Должинов. Оба борца тренируются под руководством тренера Юрия Августовича. Даши Должинов тренируется у Кошелько Нагинова. Чемпионата Восточного федерального его соперником Республику представитель команды села Чултай, масса спорта. А его соперником определится в следующей встрече между Владимиром Павловым такой и Иваном Горжиевым с Улыбкой. По окончании данной встречи подготовится борца весовой категории до 125 килограммов. Полуфинал весовой борца совершил удар Марка Царевна Егор Пасков.
чисто техническую проблему организовал разделение мероприятия. Таким образом, в финале весовой категории до 97 килограммов встретится Алтайский Антонов, Раджиев. Итак, полуфинальные встречи весовой категории до 125 килограммов. Сегодня Роксана, следующая Луганов. У вас вторая пара. Сегодня Роксана, следующая Луганов. На ковре высоко выиграл Жаргал Дамнинов. На ковер приглашается Саян Балой, Предпашев, Баир Нашинаржиев, Саганов. Приготовиться борцам Сергею Сушандашеву и Артему Ворошилову Сагану. Наверное, приглашается первая полуфинальная пара весовой категории до 125 килограммов. Сергей Курсаков, Курбанаган, следующая Курганов, Зубурин. Представитель команды села Агитмани Саян Балоев. 23 года. Тренируется под руководством тренера Павла Байсалана. Его соперник Тихо. Представитель команды села Саганов Баир Нашинаржиев.
Natomiast architektura techniczna wyglądała organizacja swojego praca. Takim obrazem on wyszedł w finał wzory regionalnie do ostatnich Ona była znana z tego Например, приглашается палка, мы хотим его посол заморякаться. Является чемпионом республики Бурятия 2008 года, победителем первенства мира среди профессиональных ветеранов, мастер спорта по современности. Его соперник — представитель команды «Василий мастер спорта Егор Пасков, делается протоколом тренера Марка Жигалова Волода Сандашеева. Является сотрудником учительства экономики.
Борьба идет за видом финал. Врача. Полуфинальную следующего уровня Бата Селена. В финале сегодня уровня рассадится 5 килограммов встретится с Игорем Саров Бата Селена. Наши ветераны, не увядающие ветераны. Пожелаем обоим успеха. На первый приглашается борцы весовой категории 57 килограммов. Первая полуфинальная пара будет для выхода таковых подготовится Базарова по поводу чемпионата мая.
Мы говорим Владиславу Выгору, Дашима, Царитажи, Цукури. И на ковер продолжается Царевна Царжика, Коломакет, Бато, Браджи, Амитажа.
Махина. Таким образом, он ушел финальный состав до 57 килограмм. А его соперник объединился во встрече между глазами. Он и Чили. Приготовиться к Виталию Евдокимову. Полуфинальные встречи весовой категории до 57 килограммов. Борец 17 веков, представители команды «Слава Марса Флота, Фаза Паханов. Гнилой руководством Академии Малого Абаева Валерия Николаевича Иванова. Является чемпионом и призером Советского федерального округа. Его соперник представители команды «География» Причин Кармаев, Вирусов Валерия Нина Марина, Рашидина Сленова. Никита Романов, представитель команды Республики Бурятия. Спортсмен 21 год, является мастером спорта России. Его соперник Эрден Начинов, представитель команды село Бурдака, спортсмен 20 лет, кандидат в мастера спорта, тренируется под руководством тренера ЛБ Базарова.
Нагоревой Салон Никита Закалов, Турция. Наконец, чисто технический победа организовал База. Таким образом, в финале весовой категории 57 килограммов средний соперник Марин Кругатин, База База Николаев. Нагоревой Светлана Смирнова приготовится к категории до 70 килограммов на финальной встрече. Ребята, комбинация бригада ковера. Подтяните, пожалуйста. Комбинация бригада ковера. Нагоревой весовой категории до 70 килограммов. Вторая полуфинальная пара. В красном трибу борется Виталий Евдокимов, в синем трибу Павел Шашлаков. Оба борца представляют спортивный клуб «Арена» города Иркутск и тренируются под руководством тренера Руслана Баршова. Победитель данной встречи выходит на финальную встречу. Приглашается первая полуфинальная пара весовой категории до 74 килограммов. Павел Сапонов, Цаганов, Сергей Бабоев, Сергей. Подготовится Константин Жусов, Владимир Иванов, Камиташа. Представитель команды «Спасская» Павел Сапонов. Он становится финалистом весовой категории до 74 килограммов. На первом приглашается Константин Жусов, Владимир Иванов. Вторая полуфинальная пара.
Финальную встречу. Нагайва приглашается на мир ничего. Благодаря Бурятия. Приготовиться борца весовой категории до 60 килограмма. Два, еще два. Два, вот еще два. Еще два. Раз!
Дмитрия Соколовича Цветкова. Является многократным призером чемпионата Республики Якутия. Юрий Савельев, 27 кандидат мастера спорта Владимир Пойманов. Его выиграли по профессионалу Игорь Максавов. Спортсмен 18 лет, Направляя встречу выиграл Самсон Жусаров. Таким образом, завтра в финале весовой категории 74 встретится Владимир Соколов, Самсон Жусаров. Весовая категория до 65 килограммов. Александр Жиев, Жапал Шужижалов, Топчин. Подготовиться к определенной недовольной, богато присоловой будете. Там что было? Лампочку делали.
комитет организаторов собрал все запах. Топчик! Такого образом наши депутаты сделали программу. Которая приглашается конкретно на культуры, была нарисована культура.
Дорогие друзья, я персонально встречу свою категорию 60 килограммов. Оба спортсмена являются мастерами мирового класса. Димчик Пахункуев является многократным чемпионом Республики Беларусь, участником чемпионата Европы и мира и выступает на международной Беларуси. Мастер спорта международного класса. Наградная слава душевной половой славы в мероприятии. Бакиев награда. Бронзовый призер чемпионата России 21 года. Бронзовый призер Голден Гран-при Ивана Ярминки 21 года. Чемпион международного турнира на призы Евгения Горкина 2019 года. Мастер спорта международного класса Жаргал Дамиров. Булы. А в весовой категории до 65 килограммов в финале завтра встретится Жаргал Шерзамов и Булан Салонов. Республика Бурятия. На первый приглашается первая полуфинальная марта в весовой категории до 86 килограммов Арслан Жапов, Алексей Ибрагимов. Для выхода готовится Александру Жапову, Арсению Абуеву. Алексей Ибрагимов и Курская область.
горячий политический победа держал Асалам Шабас. Например, приглашается Александр Богданов, Айсен Королев. Главных, самых интересных, захватывающих встреч сегодняшнего турнира по древнему мастера международного класса. Головой включай!
На каверку приглашается Саян Багой, а также Декларационов. Вторая Первый курсов 4 красных было. Тренируется кругового тренера Тереза Исаева. Поздравляю четвертую победу организовал Арсен Кабырин, Республика Саха-Якутия. В финале весовой категории 86 килограммов встретится Арслан Булжапов, Саха-Якутия, и Арсен Кабырин, Республика Саха-Якутия. На ковре программа сегодняшнего дня исчерпана. Дорогие друзья, завтра в 9 часов утешительные славы, а затем финальные славы во всех весовых категориях. И, конечно же, абсолютное первенство Волгоградского первого и не менее увлекательные награждения победителей и призеров. Ждем вас сегодня завтра в зале. Спасибо за